Увы, жертвами морозов становится так много животных, большинство из них утонувшие в озерах и реках, чьи тела потом замерзли, но были и такие, которым получалось выжить. Во льдах продолжают находить останки животных, умерших, а потом вмерзших в лед, таких как древние мамонты и другие животные наших дней. Такие находки уникальны, и благодаря им мы можем узнать очень много о нашем мире, но я очень не хотела бы, чтобы животные так умирали. Замерзшая лиса. В соцсетях активно обсуждают фотоснимки вмерзшие в лед лисы. В Германии около Фризингена местные жители вытащили из льда реки Дунай замерзшую лису. 9 января 2017 года погода стояла относительно теплой. Лед, соответственно, был тонкий. Когда лиса провалилась в воду и утонула, ее туша не ушла на глубину, а вмерзла в лед. Чтобы достать тело животного из льда, местным жителям пришлось его аккуратно выпиливать электропилой. Другие говорят, что это произошло в Сербии, а снимки впервые всплыли на неком черногорском сайте с подписью «Сербская версия мультфильма «Ледниковый период». Как бы там ни было, подобные явления не редкость. Зимой некоторые животные попадают в ледяную ловушку, из которой не в силах выбраться. 2 зимородка. Яркое оперение делают зимородка узнаваемым из множества птиц. Водная стихия необходима для пропитания, поскольку питается он в основном рыбой. Эти 2 птицы были найдены в районе Вайзендорф в Северной Баварии. По всей видимости, они нырнули в незамерзшее отверстие во льду за рыбой. Затем просто не смогли найти выход из ледяной ловушки. Аллигаторы. Зимой 2018 года в ряде штатов Америки установилась морозная погода, выпал снег. В некоторых городах температура упала до минус 30 градусов по Цельсию. В национальном парке США в Северной Каролине аллигаторы вмерзли в болото, высунув морды наружу. Не стоит беспокоиться, они живы. Сотрудники парка сказали, что это нормальное состояние для аллигаторов в такой мороз. Аллигаторы могут выживать при температуре примерно 5 градусов по Цельсию. Если же становится холоднее, то их организм впадает в спячку. Все процессы обмена замедляются, пища не переваривается, а вся энергия тратится на то, чтобы поддержать температуру тела. Только вот проблема в том, что без кислорода аллигаторы не могут провести больше 24 часов. Поэтому, когда им начинает его не хватать, поднимаются на поверхность и высовывают морды наружу, как и сделали животные из парка в Северной Каролине. Замерзший заяц. Казахстан охватили арктические морозы в 2018 году. 25 января 2018 года в столице страны Астане было минус 37 градусов, но они ощущались как 52 градуса мороза из-за сильного ветра. В интернете появилось видео замерзшего зайца, который застрял в заборе. Бедолага, наверное, хотел поскорее укрыться от лютого мороза, но не смог. Замерзшая стая рыб. В северных районах Норвегии в середине января 2014 года похолодало так резко, что при замерзании воды в заливе у острова Лавунд в лед вмерзли целые стаи рыб. Погибли миллионы сельдей. Предполагается, что рыбу к берегу гнали птицы-бакланы или киты, и косяк оказался на мелководье залива. При стремительном похолодании в совокупности с сильным восточным ветром вода в заливе очень быстро замерзла, и рыба не успела уйти в глубину моря. Местные жители впервые в жизни увидели подобное – миллионы рыб во льду на поверхности залива. Сцепившиеся лоси. Каким-то образом эти 2 животных были заморожены во время боя посреди ледяного озера. Эти фотографии были сделаны на Аляске. Скорее всего, схватка происходила на реке, только начинавшей замерзать. Под тяжестью массивных животных лед проломился, и один из лосей, погибший от ударов врагов соперника, потянул другого за собой. Ударивший затем мороз намертво закрепил мертвых лосей у поверхности реки. Замерзший мамонт. На островах Новосибирского архипелага ученые обнаружили хорошо сохранившуюся во льдах тушу самки мамонта. Кроме мягких тканей, исследователям достался другой ценный подарок – кровь мамонта. Как ни удивительно, но она не замерзла при температуре минус 10 градусов по Цельсию, и ученые предполагают, что именно эта особенность помогала мамонтам выживать в холоде. Отдельно от туши был найден хобот мамонта. Замерзшая щука ест окуня.
В американском штате Индиана два рыбака, придя на замерзшее озеро, обнаружили удивительную картину. Застывших во льду щуку и окуня, причем первая рыба уже почти съела вторую. Как такое могло произойти? По мнению одного из них, кто-то поймал окуня, но тот был слишком мал, и его отпустили. Однако рыба все равно погибла и всплыла подо льдом, когда он был еще тонким. Щука увидела легкую добычу и попыталась съесть, но подавилась и тоже умерла. Вероятно, когда обе рыбы были мертвы, они плавали под поверхностью озера, которое затем покрылось толстым слоем льда, захватив их тела на поверхности. Ему дали имя Семен. У меня сегодня на этом все. Пишите свои комментарии под видео. Всем хорошего дня!